Сэм всегда любил свою работу. Он был защитником животных и окружающей среды, и каждый день проводил в парке, где дикая природа расцветала во всей своей красе. Сэм понимал важность невмешательства в естественные процессы, но иногда внутренний голос подсказывал ему, что он должен вмешаться ради спасения. Животные в парке были защищены, но они также жили в дикой природе, где существовали свои опасности. Сэм особенно любил наблюдать за львами, особенно за редкими азиатскими львами. Он часто поднимался на утесы, чтобы с высоты полюбоваться величественными хищниками, которые свободно гуляли по своему царству. Но с каждым днем он все больше осознавал риски, связанные с жаркой погодой. Земля трескалась под палящими лучами солнца, и это создавало угрозу оползней. Однажды, наблюдая за львами, Сэм заметил, как молодые львы играют у самого края утеса. Его сердце забилось быстрее, когда он увидел, как камни начали крошиться и падать вниз. Сэм молился, чтобы Прайд заметил опасность. Старший лев, видя угрозу, начал звать львят, но они не реагировали на его призывы. В этот момент Сэм понял, что не может оставаться в стороне. Он вызвал помощь и, собравшись с силами, начал осторожно приближаться к льву. Используя веревки, он попытался поднять льва в безопасное место. Другие смотрители, увидев его действия, поспешили на помощь. Сэм чувствовал, как его сердце колотится в груди, когда они наконец смогли спасти льва. Животное было напугано и непредсказуемо, но Сэм ощущал, что между ними возникло доверие. Лев, уставший и испуганный, лежал в траве, и Сэм начал развязывать веревки, чтобы освободить его. Другие смотрители наблюдали за ситуацией, но Сэм не испытывал страха. Скоро в парк пришел сезон муссонов, который принес с собой наводнение и разрушение. Земля стала болотистой, и навигация по парку усложнилась. Сэм продолжал свою работу, несмотря на трудности, и наблюдал, как природа может быть одновременно разрушительной и прекрасной. Он всегда был готов помочь животным и защищать их среду обитания. Однажды, когда Сэм проверял территорию, он услышал грохот и заметил приближающуюся волну грязи. Внезапно начался оползень, и он понял, что вернуться к джипу невозможно. Сэм быстро забрался на поваленное дерево, но поток грязи начал затапливать его. Он чувствовал, как его силы покидают, но вдруг заметил тень, приближающуюся к нему. Сэм услышал звуки, которые казались ему спасением, и его сердце наполнилось надеждой. Вдруг он узнал звук, это был рев льва. Сэм понял, что его нашли. Другие смотрители, увидев его в бедственном положении, поспешили на помощь и вытянули его из грязи. Когда он выбрался на безопасное место, он увидел льва, который, как он думал, спас его на утесе. Сэм не мог поверить своим глазам, лев вернулся, чтобы спасти его. После этого инцидента Сэм взял неделю отпуска, чтобы восстановиться. На третий день он вернулся в парк и, проходя мимо знакомых мест, заметил льва, который наблюдал за ним с некоторого расстояния. Лев, казалось, удостоверялся, что Сэм в порядке, и после этого медленно ушел в заросли. Это мгновение оставило глубокий след в сердце Сэма. Он понял, что их связь с животными гораздо глубже, чем он когда-либо предполагал. Сэм продолжал свою работу, но теперь он знал, что между ним и дикой природой существует особая связь, основанная на доверии и уважении. Он был готов защищать животных и их среду обитания, зная, что они, в свою очередь, могут стать его защитниками в трудную минуту. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.